Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами жемчужную коллекцию от компании Beauty Lux. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. На сегодняшний день в коллекции 12 цветов, и каждый цвет так или иначе напоминает эффект жемчужной втирки. Сможет ли данная коллекция гель-лаков заменить жемчужные втирки? Мне самой было это очень интересно проверить. И в конце видео мы с вами сравним два типса. Сама коробка довольно презентабельная. На ней указан состав, меры предосторожности, срок годности после вскрытия. В держателе из полиуретановой пены ни один из флаконов при транспортировке не пострадал. Также хочу отметить, что у каждого флакона с гель-лаком есть смотровое окошко, через которое виден цвет гель-лака внутри. Ну и куда же без комплимента от продавца. В этот раз в посылке я нашла небольшой флакон с гель-лаком и набор наклеек. Во флаконе 6 мл, цветная наклейка на флаконе кардинально отличается от цвета гель-лака, да и к тому же номер 026 это совсем не тот цвет, который представлен в их основной коллекции. Так что, если вам понравился этот цвет, искать его по номеру в основной коллекции не стоит. Ну а теперь давайте посмотрим на первую шестерку жемчужных гель-лаков, цвет под номером 121. Деликатный жемчужный перелив с зеленовато-синим окрасом, очень красивый. Все гель-лаки из этой коллекции имеют кремовую консистенцию. Посмотрите, практически полусухой кистью я наношу гель-лак на типс. Все цвета из этой коллекции на полупрозрачной основе, а это значит, что наносить мы их можем практически на любой цвет для придания жемчужного перелива. Второй тонкий слой классического жемчужного перелива особо не добавит, а вот зелено-синий окрас станет более выраженным. Ну и вот так смотрится цвет под номером 121 на белой подложке. Как я уже сказала, основа у всех гель-лаков полупрозрачная. Даже 3 слоя не перекроют полностью ногтевую пластину. Тем не менее, жемчужные переливы визуально скроют немного переход от ногтевого ложа к свободному краю. А вот посмотрите, как смотрится цвет на белой и на черной подложке. На черной подложке я бы сказала, что это уже не жемчужный эффект, а эффект хамелеона. То есть на черной или на какой-либо другой подложке каждый раз цвет будет раскрываться абсолютно по-новому. Следующий цвет под номером 122. И тут посмотрите, также невероятно деликатные жемчужные переливы. Единственное, тут уже голубовато-сиреневый подтон. И вот так смотрится цвет на белой, на черной подложке. И кому-то сейчас может показаться, что он мало чем отличается от предыдущего. Но чуть позднее мы посмотрим с вами на все цвета вместе. А вот следующий цвет под номером 123, думаю, мало кого оставит равнодушным. Лично я именно этот цвет втирки всегда ищу среди втирок с эффектом, жемчужным эффектом под названием втирка-русалка. Зачастую втирка именно с таким оттенком дороже своих собратьев. И, как правило, в баночке ее приходит очень мало. Каждый слой гель-лака я полимеризовала в 48-ваттной гибридной лампе в течение 30 секунд. После полимеризации на поверхности образуется незначительный дисперсионный слой. Вообще классическим окрасом жемчужин является белый с синевато-радужной оболочкой, но на сегодняшний день в природе насчитывается более 120 оттенков жемчуга. Синие, серые, фиолетовые, розовые, даже золотые, зеленые. При этом стоит отметить, что самыми редкими жемчужинами являются с зеленовато-голубым окрасом. Как я уже сказала, в жемчужной коллекции от компании Beauty Lux представлено 12 цветов. И в процессе тестирования меня не покидало ощущение, что вот какой-то цвет похож на предыдущий. Я тут же сравнивала два типса и понимала, что нет, оказывается, они отличаются. И только тогда, когда я выкрасила всю коллекцию и стала смотреть на все
типсы вместе, я поняла, что они отличаются не только каким-то цветным пигментом, но и вот этими самыми переливами. В магазине на AliExpress не обязательно приобретать весь набор сразу, но вот из первого набора я бы обратила ваше внимание именно на цвет под номером 123. Ну и вот так выглядят все цвета из первого набора от 121 до 126 включительно под глянцевым и под матовым топом. Если честно, я даже не знаю, под каким, под глянцевым или под матовым топом мне эта коллекция больше нравится. Мне интересно было бы узнать ваше мнение. Пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Ну а дальше мы с вами рассмотрим второй набор, который также состоит из 6 цветов. Каждый цвет из этой коллекции можно использовать и в качестве основного покрытия в 2 или 3 тонких слоя, либо в качестве топпера на любой другой цвет гель-лака. Если использовать в качестве топпера, то один тонкий слой как-то очень сильно, прям вот совсем кардинально базовый цвет не изменит, но при этом покрытие станет с таким жемчужным переливом. Если на любой другой цветной гель-лак нанести 2, а то и 3 тонких слоя, то вот тут уже базовый цвет может измениться, так как в каждом из этих флаконов есть вот эти вот цветные переливы. Зеленые, голубые, сиреневые, там, фиолетовые. И при наслоении вот этот вот перелив, он будет уже более ярче выражен, соответственно, например, если в гель-лаке есть голубоватые, зеленые переливы на желтом цвете, это уже будет смотреться не совсем красиво. К тому же, думаю, будет не лишним отметить, что приобретая один флакон, вы получаете гель-лак с жемчужным эффектом и этот же гель-лак с эффектом хамелеон, но только уже на темных оттенках. Единственное, я хочу обратить ваше внимание, что цвета под номерами 130, 131 и 132 в своем составе имеют больше цветного пигмента, соответственно, использовать в качестве топпера их лучше на похожих цветах. Что касаемо простоты в использовании, в отличие от втирок, тут нам не нужна подложка из гель-топа, на который, собственно, мы втираем втирку. Ну и как вы знаете, для того, чтобы покрытие с втиркой хорошо носилось, перед тем, как его перекрывать топом, нам необходимо пройтись пилочкой по торцам. С данными гель-лаками, с гель-лаками из данной коллекции, конечно же, всего этого делать не нужно. Также из плюсов могу отметить экономичность. 0,3-0,5 грамм жемчужной втирки будет стоить не намного дешевле, чем флакон гель-лака 10 мл. Плюсов, на мой взгляд, немало, и действительно в каждом цвете из этой коллекции есть жемчужные переливы. Но, к сожалению, такого же эффекта, как после втирки, они не дают. Сейчас на ваших экранах цвета из второго набора под глянцевым и под матовым топом. Во всей этой коллекции есть 3 очень похожих между собой цвета под номерами 121, 126 и 127. Если мне показывать их по отдельности, то навряд ли я смогу отличить, где какой номер. Чем же отличаются жемчужные втирки от жемчужных гель-лаков от компании Beauty Luxe? Все дело в том, что у втирок помимо вот этого жемчужного перелива есть также зеркальный эффект, чего, к сожалению, нет у гель-лаков. Таким образом, жемчужные лаки не заменят мне жемчужные втирки, а мне, если честно, так хотелось все втирки просто куда-нибудь в какой-нибудь далекий ящик засунуть. Сильно, конечно же, я не расстроилась, так как, на мой взгляд, жемчужные гель-лаки тоже по-своему очень красивые. Еще мне понравилось данными гель-лаками делать градиент. Вы знаете, из-за вот этих переливов особо не нужно стараться, знаете, делать вот такой вот прям плавный переход из одного цвета в другой. Кто-то из девочек меня спрашивал, насколько сильно отличается реальный цвет гель-лака от цвета, который представлен в брошюре от компании Beauty Luxe. И вот посмотрите, действительно, какие-то цвета
переданы прям точь-в-точь, а какие-то вот прям совсем не похожи. Но давайте не забывать, что это все-таки гель-лаки с эффектами, и поэтому цветопередача может быть, конечно же, некорректной. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!